Так видят штат Флориду обычные люди. Но если вы смотрите это видео, все, что должно происходить в вашей голове... Так начинается мое третье видео, посвященное флоридской школе Death Metal. Пирамиду от Чака Шульдинера мы прошли вдоль и поперек. Настало время еще одной команды, внесшей не меньший вклад в развитие жанра, чем Death. И как вы уже поняли, сейчас мы поговорим о Morbid Angel. Жаркие флоридские дни 1982 года. Район Саус-Тампа. Не путать с Саус-Парком, что в городе Тампа. И местная школа Henry B. Plant High School, названная в честь строителя железных дорог в штате. Именно это место станет отправной точкой для Азатота, божества, вознесшего Death Metal на вершины тяжелометаллического Олимпа. Но пока еще демон больных ангелов не появился из глубин космоса, зато уже был славный мальчуган Джордж Эммануэль III, который родился 26 марта 1965 года в городе Беллингеме, штат Вашингтон. И, наверное, это странное совпадение, но, как и Чак Шульдинер, переехал с родителями во Флориду. И это не последний такой случай. По словам самого отца жанра, он рос странным ребенком. Это можно было списать на некое позерство, но, наблюдая, как Трей ведет себя на интервью, я и сам готов его назвать странноватым. Джордж, дожив до сознательного возраста, стал диким фанатом Black Sabbath и Iron Maiden. И в 16 окончательно понял, что должен занять свое место в музыкальной истории. И он его займет. Ведь Трей будет тащить тяжелую машину Death Metal, меняя участников его проекта Morbid Angel. Но в одиночку в начале 80-х героем стать очень сложно. И вот в той самой Henry B. Plant High School 16-летний Джордж знакомится с таким же любителем нелегкой музыки, но только на год постарше, Майкл Джордж Браунинг. И вместе парняги не придумывают ничего лучше, как замутить бодрый кавер-бэнд, чтобы поиграть песни любимых команд и вообще научиться играть. Джордж берет в руки гитару, а Майкл садится за ударную установку. И по прошествии пару месяцев на свет появляется первый проект — группа Ice. Это еще не был успех, но опыт молодые музыканты приобрели, умудрившись еще попасть на различные школьные шоу талантов. Но время летит, и в голове у Эммануэля начинают формироваться здравые мысли по поводу сочинения собственного материала. И вот новый чекпоинт. 1984 год. Эммануэль III заканчивает школу и перебирается севернее, в другой район Тампы, попутно топя лед, связывающий его с корешем Майком. Да, группа Ice перестает существовать, но до ангельских звуков еще далеко. Одному из отцов-основателей жанра снова надо укомплектовать состав из подручных музыкантов. Джордж приглашает в качестве басиста Далласа Уорда, который только вернулся из Детройта, где закончил среднюю школу, и подвернувшегося под руку барабанщика, имя которого поглотило время. Эммануэль экспериментирует, как он сам говорил, со стилями, смешивая Slayer с Merciful Fate, пытаясь утяжелить, убыстрить, сделать мрачнее и мяснее получившийся фарш. Молодые пальцы неуклюже бегают по грифу, в то время как безымянный барабанщик, найденный Джорджем на заднем дворе, сбегает на свободу. И никуда не деться, придется идти на поклон к бывшему корешу и просить его примкнуть к новому проекту. Итак, состав Morbid Angel укомплектован уже известным нам музыкантом. Но нашей троице нужно было имя. И, видимо, малолетний мозг не смог придумать ничего лучше, чем Heretic. И, конечно, побежать делать футболки с названием группы. Майк даже засветился на каком-то из гигов в майке с криво нарисованным логотипом. Надо упомянуть и то, что Святую Троицу Даллас, Джордж и Майк, помимо музыкальных вкусов, роднила и любовь к различной оккультной ереси, что укрепило их связи в рамках начинающейся банды Morbid Angel. Но еретик недолго правил в Тампе. В один прекрасный момент парни узнают, что группа с таким названием существует, и им по-хорошему надо было бы его сменить.
Хотя сменить его стоило в любом случае. Джордж, по его воспоминаниям, долго перебирал слова, буквы в поисках чего-то мрачного и запоминающегося. И не успел 84-й закончиться, как на свет наконец-то появился Morbid Angel. За сменой названия группы и рисовкой нового крутого логотипа, кстати, видимо, на первых выступлениях он выглядел так. Следует и еще одно изменение. Играть Death Metal с именем Джордж Эммануэль было, по мнению его обладателя, глупой затеей. Поэтому он и взял известный многим псевдоним Трей, как отсылка к тройке в своем имени. Трей — это троица в переводе с английского, если что. И, вдохновившись грибами Сьюготта и мрачными богами лавкрафтового бестиария, берет фамилию Азатот, божество, являющееся хаосом, лежащим за пределами искривленного пространства. А еще что-то там говорил про позерство и пафос. Музыка же впитала в себя художественный мрак Говарда Филлипса вперемешку с другими не менее веселыми и не менее осуждаемыми флоридскими колхозниками и вещами. Стоит отдать должное стремлению молодежи играть музыку, понимая, что в середине 80-х не было репетиционных точек, хорошего оборудования, а зачастую и крыши над головой. По воспоминаниям Браунинга, они играли везде, где только можно. В беседках в парке, где имелось электричество, пока их не выгоняли местные жители, на сомнительных вечеринках и даже на пляже, взяв в аренду дизельный генератор. Вот в таких условиях и плавились первые слитки смертельного металла. Состав молодой группы начинает укомплектовываться, и дело остается за малым – найти вокалиста. Благо начало, а тем более середина 80-х во Флориде было рассадником около трэш-металлических групп, которые возникали и бесславно исчезали. И в этот небольшой промежуток времени к одной из таких команд под названием Circle присоединился известный нам барабанщик Майк Брауни с одной лишь целью – переманить на темную сторону их вокалиста Кенни Бамбера, который в то время, по рассказам свидетелей, изображал из себя Кинга Даймонда. А теперь, мой друг, я расскажу тебе историю, которую ты не узнаешь из Википедии. Кеннет Карлтон Бэмбер, старший, погиб в автомобильной катастрофе 15 марта 2008 года. Найдя его некролог и интервью его жены и родного сына, рассказавших о талантах Кенни, я узнал, что бедняжка чуть ли не испортил свой голос, пев Morbid Angel, а также о том, что позиция доброго христианина не позволила ему играть в группе каких-то там дьяволопоклонников. Впрочем, чистота папаши была подпорчена некой погоней, в ходе которой он гнал полиции больше 100 миль по соседним штатам. Эта погоня и размотала клубок веселья, который я нашел следом за этой красивой статьей. Бэмбер 23 июля 1992 года был арестован за то, что на своем фургоне, полном украденного оборудования, удирал от полиции 118 миль, но был выпущен 30-го за залог в размере $6000. Но это был не последний его арест. 15 сентября 1993 года он был арестован в ходе расследования смерти его приемного сына Ричарда Дандельски, который не раз привлекался за разбойные нападения, грабеж и вымогательство. И в конце концов со своей любовницей, которая являлась родной сестрой его приемного отца, покатил на границу с Мексикой и, попав в очередную заварушку, как считает полиция, попытался застрелиться, что ему и удалось. Хотя парень прожил после ранения еще 2 дня. В ходе расследования было арестовано еще несколько родственников. Но чем в том случае все закончилось, мне неизвестно. Вот такая насыщенная жизнь у правоверного реднека из Флориды, который, по-видимому, был хорошим примером для своего приемного сына. А дьяволопоклонники, конечно же, плохие. Стоит отметить, что нарушать закон станет доброй традицией музыкантов, причастных к Morbid Angel. Тем не менее, Кенни, хоть и недолго задержался в гостях у Трея, умудрился с ним записать демо, за которое, по словам Майка, сам и заплатил. Не будем вдаваться в подробности, откуда у него были средства. После чего покинул проект и ушел во все тяжкие. На демо также звучит и голос Далласа Уорда, который исполнил низкие партии. Вообще, по словам Майка, они записали вокал Уорда на всякий случай, если новый вокалист не приживется. В итоге так и получилось. В сети пылятся записи как с вокалом Кенни, так и без него.
После ухода пародии на King Diamond, Даллас занимает место основного вокалиста, а банда продолжает искать единомышленников, чтобы окончательно сформировать саунд и в будущем потягаться с Чаком за право первопроходцев жанра. Новой кровью, пролитой в ритуалах незримого божества, стал местный гитарист Ричард Джин Брюнелл, который помимо гитарных запилов занял место и у микрофонной стойки. Стоит отметить, что Ричард родился в городе Спрингфилд, штат Массачусетс, и в возрасте 7 лет был перевезен родителями во Флориду на убой дэз-метал сцены. Также есть информация, что до Кении недолго в группе голосила Терри Сэмуэлс, но никакой информации, подтверждающей этот факт, я не нашел. Никто про нее не вспомнил ни в одном интервью. Хотя нашел информацию, что подруга Трея по имени Эвелин играла пару репетиций с парнями после того, как Даллас покинул группу. Но ничего серьезного с ней не получилось ни у Азатота, ни у Морбидов. Счастье продлилось недолго. Как я уже говорил, участники Морбида не дружили с законом. Включайте самый лютый блатняк. Сейчас я вам расскажу маленькую историю об очень непослушном музыканте. Даллас Уорд никогда не отличался примерным поведением в обществе и уже привлекался за продажу краденого и подделку документов. Все шло к тому, что рано или поздно Уорд будет рассказывать на ютубе, как правильно входить в хату. И этот день настал. В 1985 году басиста Morbid Angel взяли с кокаином на кармане. Решив, что хватит ему разносить зло по солнечному штату, горе-снеговика отправили отбывать срок в местной тюрьме Pinellas Country Jail. Браунинг часто в интервью говорил о том, что если бы Уорд не загремел в тюрьму, то скорее всего стал бы вокалистом группы. И сам барабанщик Морбидов никогда бы не запел. Банда Трея в очередной раз теряет музыканта. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. И на смену плохишу приходит новый участник – Джон Ортега, информацию о котором найти крайне сложно. Но, копаясь в записях Браунинга, я нашел даже одно из первых выступлений Ангела в 86-м с Джоном на басу. В составе Трей, Майк, Джон и Ричард парни пишут демо, которое по сути является записями живых выступлений, и толкает их по рукам тамповских металлистов. Morbid Angel вовсю трудится над материалом, а Майк продолжает заводить новых знакомых и вспоминать забытых. Одним из таких был тип под псевдонимом Metal Mike, он же Майкл Мэнсон, который в один прекрасный момент перебрался из солнечной Флориды в штат Северная Каролина. Малец играл в каролинской группе Buried in Cemetery. Странно, но название запомнил только барабанщик Ангелов. И то в разных интервью звучат разные названия. Кореш Браунинга подогнал запись одному из членов своей банды, который владел лейблом под названием Go-Rec Records, не подписавшим на тот момент ни одной команды. Главарем этой конторы был Дэвид Винсент, который знал, как вовремя захватить тепленькое местечко. Друг Майк сообщает, что Дэвид в восторге от того, что они в Morbid Angel делают, и готов по-быстрому подписать контракт с молодыми звездами зарождающегося жанра Death Metal. Стоит сказать, что намерения новоиспеченного продюсера группы были серьезными, что было отражено в контракте. По воспоминаниям Браунинга, они долго не думали, подписывать контракт или нет. Тем более Дэвид вытащил из Калифорнии на запись самого Билла Метойера, который уже к тому времени успел посотрудничать с молодыми парнями из Slayer, что обещало как минимум неплохой результат. Погрузив свои вещички в арендованный грузовик, вся банда Morbid Angel покидает родимую Флориду и мчится к Винсенту в Северную Каролину, чтобы на оборудовании Дэвида записать дебютную пластинку Abomination of Desolation. Но, видимо, медом намазанные слова Винсента на деле оказались не такими уж сладкими. И бюджет на запись был скромнее, да и к тому же опыта у юного коммерсанта в делах студийных не было. Поэтому будущим звездам Death Metal была предоставлена студия, писавшая до этого исключительно кантри. И персонал вообще не понимал, что от них хотят. Потраться бы Винсент больше на студию в Калифорнии, результат был бы в разы лучше. Но в итоге мы имеем то, что имеем. По словам Майка, Билл старался как мог в роли инженера. А вот Дэвид показал себя не с лучшей стороны как продюсер. И его попытка заставить музыкантов играть материал быстрее ничем хорошим не закончилась.
После того, как все инструменты были записаны, большая часть группы, Майк, Ричард и Джон, возвращаются во Флориду, а Трей с Дэвидом продолжают сводить альбом. Работа была закончена, и пока, видимо, она не вызывала вопросов, а возможно... Внутри Азатота проснулся червь, которого мог подсадить и сам Винсент в долгих беседах в процессе мастеринга пластинки. Трей возвращается в Тампу, и парней затягивают на крупный пляжный фест. Тот, что попал на видео с составом Abominations of Desolation. И это последний чекпоинт перед началом тотальных перестановок в группе. Но давайте разберем музыку с этой записи, которая станет по большому счету донором для большинства материала из будущего команды. Chapel of Ghouls даже не переименовывалась. Lord of All Thieves. Кровь и плоть, Lord of All Thieves and Plague. Welcome to Hell превратился в Evil Spells, Unholy Blasphemies и Abominations. Не изменив лица, отправился на Blessed of the Sick. А вот Азатот поменяли на Ancient Ones. Angel of Disease был заключен в Covenant. Hellspawn слегка переправили и поместили на Formulas Fatal to the Flesh в виде Hellspawn The Rebirth. Само же название отсылка как к Библии, которую, наверное, зачитывал до дыр маленький Эммануиль, так и к творчеству Кларка Эштона Смита, что тоже подходит. Червь Дэвида убеждает Азатота, что Джон как басист не тянет, и если он хочет победить в войне на смертельно металлическом поле, надо укреплять ряды. И подсовывает Морбидам нового музыканта, которого, по словам того же Браунинга, они в глаза не видели. Но по каким-то причинам никто не заступился за Артега, и тот отправился прочь. Стоит отметить один интересный факт. Джон, по словам Браунинга, сделал копии Abominations и распространял их по металлическому андеграунду, не спросив разрешения у своих коллег. Единственное, я не совсем понял, было это до того, как его попросили из MA, или уже после. Джон Артега в середине 90-х исчез из поля зрения, перед этим поучаствовав в записи таких команд как Master, Rumble Militia, а также организовав свой проект одного человека под названием Meticide, где единолично записал пару демок. И если первая, Mother's Day, уж очень сыра во всех смыслах этого слова, то вторая, Elysium, должна быть вами послушана. Качество для демки конца 80-х стандартное, но в музыке присутствует большая доля новизны и экспериментов. И если бы Джон не положил болт на проект, во Флориде могло быть на одну достойную группу больше. Как я уже говорил, в середине 90-х Джон растворился в небытие. Все мои попытки найти хоть сколь-нибудь интересную информацию о нем не увенчались успехом. Есть только его аккаунт на сайте, посвященном катерам, видимо, он тонкий ценитель, и небольшая сборная информация со ссылками, которые ведут в никуда, и крошечной фотографии Джона в задротском свитере. Если у вас есть ссылки на него, скиньте в комментариях. Как я уже говорил, Винсент подсовывает ангелам нового басиста – Стерлинг Скарбороу. Я не нашел размышлений Дэвида по поводу предложенных им комбинаций, хотя не уверен, что он в принципе сможет рассказать что-то вменяемое. Но новый состав Морбидов приезжает домой и начинает отыгрывать материал с провального в кавычках альбома, который Трей до сих пор считает демо-записью, хотя Майк предпочитает называть Abominations of Desolation первой полноценной работой Morbid Angel. Можно, конечно, оспорить мое мнение, но Винсент предложил Стерлинга как прокладку между Джоном и собой, чтобы не так палевно было, как если бы надоумить вывести из игры басиста и сразу занять его место. Но большой взрыв в рядах ангелов только намечается, и не творческие или идейные разногласия были тому виной. В одном из интервью Майк Браунинг рассказывал интересную историю. Одним не особо хорошим днем, по крайней мере для барабанщика Морбидов, он вышел из офиса, где работал, и который, по счастливой случайности, находился рядом с квартирой, где жил Трей, не работающий тогда нигде. Увидев возле дома припаркованную тачку своей подруги, Майк ощутил неприятное жжение на голове. То росли рога мальца. И не затягивая, он направился прямиком к двери своего кореша. Подойдя к
апартаментам гитариста Морбидов, Браунинг приложил ухо к замочной скважине и, услышав подозрительные звуки, не имея желания изображать куколда, вломился в квартиру. Картина была однозначной. Азатот яростно лобзался с уже бывшей подругой Майкла. После перепалки барабанщик понял, что с Эммануилем III больше он общаться не хочет. Хлопнул дверью во всех смыслах и покинул Трея, прихватив с собой Стерлинга, который совместно с Браунингом в итоге реанимировал свою старую группу. Incubus, так назывался проект, в котором изначально были Стерлинг Скарбороу в качестве басиста и вокалиста, Стив Шоумейкер в качестве гитариста и Рич Фишер в качестве барабанщика. Но восставший из пепла Инкуб, помимо Стерлинга и Майка, был дополнен гитаристом Джино Марина. И после нескольких попыток записать материал ушел на дно, оставив лишь одно демо. Но впоследствии попытался вновь восстать из пепла, сменив название на Usurper. Но и из этого тоже ничего путного не вышло. Хотя демо двух этих команд любителями олдскульного дэз-металла ценится достаточно высоко. Стерлинг в середине 90-х пропал с радаров металлической музыки, а в середине нулевых был найден мертвым. 9 ноября 2006 года он повесился. Но про восхождение Майка Браунинга надо делать отдельное видео, так что на данный момент его история закончилась. Любовные страсти тлели, Винсент, видимо, ликовал после звонка отца Морбидов, который сообщил, что он отправил на пенсию басиста и барабанщика. Началась новая эпоха для отцов флоридского дэз-металла, и Трей с Ричардом уже катили к Винсенту, который умудрился заполнить пустоту в ритм-секции, найдя для МА барабанщика Уэйна Харцеля, с которым играл до этого. Есть даже информация, что какое-то время вокалистом являлся тот самый Metal Майк. Парняги приезжают в город Шарлотт, что в Северной Каролине, селятся в доме, который подобрал Дэвид, в каком-то не самом респектабельном районе, и начинают устраивать адские сейшены, репетируя по 7 часов в день и попутно работая на местные мойки Auto Bell. То были месяцы диких тусовок, роста техники владения инструментами и шлифовки материала с Abomination of Desolation. И по мнению свидетелей всей той вакханалии, группа стала звучать на 2 головы выше, чем с предыдущим составом. Не заставили себя ждать и концертные выступления на локальных мероприятиях, в ходе которых, по словам Ричарда, они творили действительно безумные вещи, чтобы противопоставить себя опрятным мальчикам с пышными волосами, заполнившим металлическую сцену в то время. Малолетние дедстеры резали лезвием руки, пуская кровь. Трей жевал червей и выплевывал остатки себе под ноги. Таким образом, они старались привлечь к себе внимание. В этот период парни знакомятся с пластинкой Scum от Napalm Death, которая поразила Трея своей скоростью и не могла не повлиять на готовящийся материал. Дом, где жили Morbid Angel, трещал по швам от постоянных тусовок и репетиций, а музыканты впитали в себя эту безумную энергию, чтобы разродиться достаточно крутым демо. Thy Kingdom Come звучит сыро, но весьма неплохо для демо, не дотягивая, конечно, до первенца Death Scream Bloody Go, но качественнее, на мой взгляд, чем Seven Churches от Possessed. Демо показывает, насколько Morbid Angel стали взрослее в плане техники и вообще чувства музыки. Что бы ни говорил Браунинг, но новый состав превосходил во всем тех, кто писал предыдущую работу. Демо оно или полноценный альбом, неважно. Но говорить о взлете отцов флоридского сырого стейка еще рано. Главное, надо было вернуться обратно во Флориду. Трей, вспоминая переезд, говорит, что жить в Северной Каролине было слишком дорого. Да, а Азатот не был любителем работать на дядю. И надо было найти место, где жить станет проще, но при этом это не должна была быть типичная реднековская глушь. Парни собирают аппаратуру и жарким летним днем отправляются в Дайтона-Бич, чтобы половина состава ангелов вернулась в родные края. Но не все в банде были в восторге от переезда в Южный штат. Непонятно, что послужило катализатором, но барабанщик М.А. Харцель в один прекрасный момент покинул группу. По рассказам Винсента, это выглядело так. Вейн вскочил посреди ночи и, подойдя к парням, сказал: «Я должен это сделать», не на шутку напугав их. После чего кинулся собирать вещи и уже через несколько минут вышел из дома, не объяснив причин. Что конкретно произошло между парнями или в голове у Харцеля, доселе неизвестно.
пусть это останется тайной. У штата Флорида вообще свои отношения с пришлыми барабанщиками. Многие либо долго не оставались в нем, либо вообще отказывались ехать. Хотя в одном из интервью Трей говорил, что Уэйну никогда не нравилась ни работы Морбитов, ни вообще быстрая игра на барабанах. Неважно, что он имел в виду. Поэтому он и ушел. Вскоре Харцель женился и оставил музыку, по словам Азатота. Но останавливаться было уже поздно, и парняги быстро подыскивают замену ушедшему Уэйну. Ей становится Пит Сандовал, которого выдернули из калифорнийской группы Terrorizer. И этот состав — Трей, Винсент, Ричард и Пит — можно назвать золотым, хотя будут и люди, которые со мной поспорят. Пит за несколько лет до этого эмигрировал с матерью и сестрой из Эквадора в поисках лучшей жизни. И они ее нашли, если учесть заслуги мальца на поприще смертельного металла. По воспоминаниям Дэвида и Трея, им в руки через подпольные сети распространения демо-кассет начинающих тяжелых команд, о которой я говорил в предыдущих видео, попала запись Terrorizer. Парни были в восторге от драмера этой команды и, имея связи с их гитаристом Джесси Пинтадо, от которого и получил запись Винсент, незамедлительно позвонили. Стоит отметить, что будущие Death Grind боги пока больше баловались музыкой, чем рассматривали проект как что-то серьезное. И гитарист калифорнийцев, недолго ломаясь, дал контакты своего барабанщика. Дэвид набрал номер Сандовала и не успел даже промолвить и слова, как Трей выхватил трубку и заорал: «Чувак, ты должен быть в нашей группе». Питу были высланы несколько записанных репетиций и демо «Ta Kingdom Come». И после недолгих раздумий барабанщик Terrorizer продает свой фургон, покупает билет и катит через всю страну, чтобы присоединиться к Morbid Angel. Сандовал поражал своих одногруппников трудолюбием, проводя все время долбя ударную установку. По рассказам Винсента, однажды, придя домой, они застали Пита, лежащего без сил на полу, что их не кисло напугало. Но Сандовал, вскочив с пола, сказал, что пора продолжать, и снова сел за установку. Но помимо безумной плодовитости и космического роста, новый драмер стал и главным героем подколов со стороны своей новой банды. Однажды Трей и Дэвид поставили свежеполученное демо одной из групп, игравших с драм-машиной. Но Пита убедили в том, что это живой человек, который играет быстрее, чем барабанщик Морбитов. Сандовал порвал жопу, но сыграл быстрее, чем эта чертова железка, в очередной раз доказав свою крутость. Мы подошли к очень жирному чекпоинту, с которого популярность стиля и команды Morbid Angel пошла вверх бодрыми шагами. Но это уже будет в следующем видео. А пока ждете продолжения, пробежитесь вот по этим кнопочкам во имя великого бога Азатота.